Друзья, всем привет! Сегодня доделываем плавильню, так что наливайте себе кофе для приятного просмотра. А у меня есть кега. Но пить из нее я не буду. Она послужит, я считаю, идеальным корпусом для будущей плавильни. Тем более, что и горелка из нержавейки, и сама плавильня, все будет из нержавеющей стали в одном стиле. Сейчас корпус выглядит не очень презентабельно, но я думаю, я это исправлю. Как вы помните, основную роль в плавильне, огнеупорную и теплоизоляционную, играют шамотно-волокнистые плиты. Я уже в прошлом видео разрезал их на сегменты, и сейчас предстоит их склеить. Но перед этим я хочу сделать тест и эксперимент, протестировать клей, в качестве которого Валерий мне выслал жидкое стекло, силикат натрия, один из компонентов, и кладочная смесь Refractory 1300. Она используется для облицовки и кладки печей. По инструкции для получения клеевого состава нужно взять 4 части сухой смеси, добавить 1 часть жидкого стекла, тщательно перемешать, после чего добавляется вода, еще раз все перемешивается. Воды нужно добавлять столько, чтобы получилась такая густая клеевая смесь, ну как раствор для кладки, я так понял. И после чего выдержать 5 минут, еще раз перемешать, и раствор будет готов. Друзья, пытался немножко разобраться в этом вопросе. Если вам будет что добавить, либо поправить, меня приглашаю в комментариях. Думаю, всем будет полезно. Насколько я понял, большинство из представленных на рынке сухих клеевых огнеупорных составов представляют собой не что иное, как мертель. А что такое мертель? Это огнеупорная глина, смешанная в определенных пропорциях с измельченным шамотом. Вот в зависимости от того, в каких пропорциях это смешивается, от качества глины, от качества измельчения самого шамота и напрямую зависит качество клеевого огнеупорного состава. А мертеля обычного у меня огромное количество, без всякого бренда. Приобрел его в Ростове-на-Дону в строительной компании. Ну и жидкое стекло купить совсем несложно. Вот и хочется сравнить два этих состава. По цвету, как вы можете видеть, практически вообще не отличается. Вот этот у нас на ощупь даже такой помельче. Здесь немножко фракция чуть-чуть крупнее. Но я думаю, для чистоты эксперимента можно и тот дополнительно просеять. И еще мне очень интересно, как поведет себя клеевой состав из измельченных шамотно-волокнистых плит и силиката натрия. И будет ли он вообще склеивать. Просеял обе смеси, и видно, что даже фракция остается примерно одинаковая, одного и того же размера. А теперь буду измельчать шамотно-волокнистые плитки. Таких обломков у меня очень много. Теперь наливаю по 40 грамм жидкого стекла. 1 к 4. Тут 160 грамм везде. В шамотно-волокнистые плиты, может быть, даже побольше придется налить. Добавляю воды по чуть-чуть, пока не станет похоже на клей. Воды нужно совсем чуть-чуть получается. Прошло 5 минут, еще раз перемешиваю и будем склеивать. Получается, плиты сначала нужно как бы загрунтовать клеем. Вот теперь слой клея. Попробую добавить немножко больше воды. Сделать клей пожиже. А сами плиты до склеивания попробую немножко прогрунтовать жидким стеклом. Потому что клей просто, такое ощущение, скатывается с них. И вторая. А вторая? Ну, совершенно другое дело. Теперь клей не скатывается, равномерно наносится. Грунтую клеем. Было бы неплохо использовать маленькую гребеночку. Ну теперь совсем другое дело. Клей сразу не сохнет. Равномерно распределяется, выдавливается. Мне кажется, так и нужно делать.
Это у нас была смесь Refractory 1300. А вот смесь, которую я приобрел в Ростове, Мертель, в разведенном виде, имеет другой вид. Немножко более рассыпчатый. Да, немножко ведет себя по-другому. Также смесь хорошо распределилась, лишнее выдавилось. Ну и теперь то же самое проделаем с третьим экспериментальным клеевым составом. Не знаю, что получится. Может, вообще ничего не получится, но просто интересно посмотреть. Опять же, грунтую плиты предварительно. Ну, такое я вам скажу. Вообще не намазывается практически. То есть, наверное, можно использовать пыль, вот эту, от шамотно-волокнистых плит, но в качестве наполнителя. Как клей, вряд ли. Мне кажется, не то пальто. Ничего не получается, сразу высыхает. То есть такой раствор использовать не получится. Также нанесу сейчас составы на поверхность и посмотрим, можно ли с помощью них укрепить поверхностный слой от механических воздействий, потому что плиты очень-очень нежные. Специально увеличил, чтобы показать вам различия. Справа клеевая смесь Refractory 1300, слева Мертель. Видно гораздо больше вкраплений. Это частицы шамота. Насколько я понял, существует много видов Мертеля. Они отличаются как величиной вот этих частичек шамота, так и соотношением шамота и глины. В общем, целая наука, изучать и изучать. По ощущениям, мне понравилось больше работать вот этой смесью. Видно, есть какие-то добавки. Она более пластичная, как-то легче наносится, лучше выдавливается. Прошло 2 дня, и давайте сейчас хорошенько прожарим эти 2 образца. Ну и посмотрим, что из этого выйдет. Поехали! Думаю, производить тестирование, прогрев каждого образца минут по 15. Прошло уже минут 10. Самое интересное, за обратную сторону спокойно можно держаться рукой. Прошло 15 минут. Думаю, можно эксперимент приостановить, прекратить. Кстати, с обратной стороны, смотрите, я спокойно держусь рукой. То есть у шамотно-волокнистых плит очень хорошая теплоизоляция. Вот так на ощупь градусов 50, не больше. Вот берусь и спокойно держусь. Видно, что верхний слой немножко потрескался. Теперь давайте протестируем второй образец, который склеен Мертелем. Итак, прошло 15 минут. Превосходная теплоизоляция. Больше чем 60 градусов не нагревается. Вот я спокойно касаюсь рукой задней стенки. На ощупь. Ну вот, я спокойно взялся и держу. Ну отлично. Это не может не радовать. Так, а что у нас? Тоже немножко потрескалось. Пока я не вижу ничего критичного. Оба клея выдержали высокую температуру. На втором экземпляре
который склеен на мертель, видны глубокие трещины. Здесь же они мелкие-мелкие, еле-еле выраженные. Давайте теперь попробуем разбить и посмотрим, насколько хорошо держит клей. Знаете, как ни странно, почему-то мертель держит гораздо лучше. Давайте вблизи рассмотрим. Отчетливо видно, что на первом экземпляре клей отошел полностью. Осталась гладкая загрунтованная поверхность. А вот на втором экземпляре разрушение произошло самой плиты. А клей держит очень хорошо. Хотя я делал все одинаково. И первый, и второй я грунтовал жидким стеклом. Можно сделать определенные выводы. Скорее всего, буду склеивать сегменты плавильни на мертель. Показал он себя отлично, прекрасно склеивает и держит. Ну а вот что делать в качестве защитного слоя, так как шамотно-волокнистые плиты очень-очень нежные. И чтобы их сохранить, нужен какой-то защитный слой огнеупорный. Мертель вы видели, за 15 минут довольно-таки ощутимо треснул. И как он себя поведет при длительной эксплуатации, я не знаю. Мне пришла идея нарезать шамотный кирпич толщиной в сантиметр. Можно взять в аренду плиточный станок на день и обклеить полностью внутри плавильню небольшим слоем шамотного кирпича. Он выдерживает температуру, по-моему, 1600 градусов. Так что для моей плавильни точно хватит. Ну, а поверхность очень-очень крепкая. Ну, а сами шамотно-волокнистые плиты, как вы видели, послужат прекрасной термоизоляцией. Для этого они и нужны. Приступаю к склеиванию конструкции. Первым делом загрунтую все сегменты жидким стеклом. Технология уже отработана. Все сегменты у меня пронумерованы. Сначала я грунтую клеем поверхность очень тонким слоем, чтобы он не схватывался потом. Ну а затем буду склеивать. Уже наносить основной слой гребеночкой. И склеиваем. В принципе, есть достаточно времени, чтобы сегменты подвинуть относительно друг друга, если что-то не так. Склеил всю конструкцию. Правда, с последним сегментом я, конечно, намучился. Подгонял его туда-сюда, не совсем сходилось. Но вроде получилось более-менее. Чтобы аккуратно облицевать внутреннюю часть плавильни шамотным кирпичом, мне сейчас нужно сделать внутреннее отверстие диаметром 195 мм. И как можно точнее. И поможет мне в этом мой новый помощник — сверлильный станок. Первая работа для него. Алмазный диск диаметром 200 мм немножко обточил на токарном и закрепил вот таким нехитрым образом с помощью двух гаек, одна свежевыточенная латунная. Вот это поворот! Никогда бы не подумал, что первая работа сверлилки будет такой. Диск выставлен точно по центру, можно начинать сверление. Чтобы сильно не пылить, я уменьшил обороты частотником, поставил 15 Гц.
Так как рукоятка мешает, я ее постоянно перекручиваю. Чтобы продолжить сверление дальше, теперь я установил патрон, выточил удлинитель и выставил по центру. Постарался, чтобы нигде не цепляло. Можно продолжать. Я сверлил с двух сторон, поэтому отверстие получилось не соосным. Это ничего страшного. С той стороны я буду вклеивать дно. Ну а так, само отверстие получилось очень аккуратным и очень точным, что и требовалось. Все получилось. Друзья, дно успешно вклеено и получилось, я вам могу сказать, просто здорово. Я очень рад результатам. Задание выполнено. Плавильня потихоньку вырисовывается, все получается. Не хочу спешить, чтобы, не дай бог, не испортить. Делаю первый раз, ну и потихоньку узнаю технологию. Также смотрю много видео по этой тематике и смотрю, с какими ошибками, с какими проблемами другие сталкиваются. И стараюсь все это сразу учесть, потому что я хочу, чтобы плавильня служила мне долго. Ну а в следующей части предстоит много токарной обработки, потому что будем делать облицовку из шамота. Все это будет из сегментов полукруглых. И для этого мне нужно будет сделать две огромные коронки. За сверлильный прошу, ребят, не беспокойтесь, по-другому я бы эту операцию не выполнил, просто бы все испортил. Сейчас все мы аккуратненько снимем пиноль и очистим. А у меня на сегодня все. Ребята, спасибо вам огромное за просмотр, за поддержку лайком. Всем пока, скоро увидимся.